Распухшие яйца. Парень строит. Волки дружат. С кем хотят. Мы закончили, Козак. Я просто поясню. Значит, модным на московских дискотеках словом адреналинщики тех людей, которые получают удовольствие нетрадиционными способами. Вот. Я люблю эту серию игр, в особенности часть призрачных альфа-самцов Тома Клэнси «Солдаты будущего» за абсурдную клюкву, переходящую в атомный кретинизм, который может совпасть с реальными событиями. В одной из частей данной серии был нафантазирован конфликт между РФ и Грузией. Старайся смотреть, откуда страшно. Понял? Воевать. Автомат в руки. Stick your finger in my ass. Хорошие люди никому не делали зла. Ведь последнее, что они увидели, это как в них стреляет какой-то дурацкий робот. Столкновение спутников. Это официальная версия. Это ядерная. Просто ракетный щит разрушил боеголовку. Бро, я думал, это было шуткой. Это называется дезинформацией, Козак. Дайте угадаю. Русские утверждают, что они ни при чем. Что? Там удивлены не меньше нашего. Похоже, ракету выпустили террористы. Так поступает только Алькатала. И все свалят на террористов. Ведь так? Но я отброшу параллели с политической повесткой и перейду к моим ощущениям об игре. Та часть игры, которая в свое время выстрелила, но ажиотажа не вызвала. Хотя среди моего гетеросексуального окружения интересовался эта тема лишь я один. Поэтому мне казалось, что я один. США наводит порядки в российском беспределе, эхо холодной войны. Наших братьев по духу. Да, братья помогли нам. Ну, телевизору верят. Мы собираемся, сэр. Готовимся эвакуировать посольство в Москве. Что там случилось? Не знаю, там какая-то жесть. Вроде переворот. Мой род собирается устроить переворот. Египетская. Нам капздец. Это вечерний выпуск новостей CBS с Уолтером Кронкой. Российская империя уничтожила последние остатки Сибирской социалистической республики во главе с Валерием Саблиным. После распада СССР некоторые предполагали, что возвращение монархии в Россию неизбежно. Однако никто не ожидал, что это произойдет в такой форме. Утверждение о том, что Алексей все еще жив, широко распространяется регентом, но не имеет никаких доказательств. Новая Российская империя, по слухам, представляет собой кошмар наяву. Настоящую автократию в русской традиции, сочетающуюся с расизмом и тоталитарной методологией бургундской системы. Организация Объединенных Наций выступила с совместным заявлением по поводу гуманитарного кризиса в России и предполагаемого геноцида в Казахстане. Ни одно государство-член не должно признавать Священную Российскую империю в ее нынешнем виде или вести с ней торговлю. Так за что же я люблю эту игру? Клюквенный абсурд. Волков, которые рыщут где хотят, именуемые волколаками. Любимый ломаный Bad Russian акцент. Ломаные русские имена и фамилии польско-сербского происхождения. Да, меня доложили в враг. Мы нас пытаем. Где вы? А человека, который может изменить ситуацию. Генерал Алексей Дука. Опытный боец, гениальный стратег и просто настоящий мужик. Вороний камень знает об этом, не зря они его прижали. У нас есть свои секреты. Русские тоже сильно удивятся, если попадут в Дольсе. Логично. В Рашке все плохо, а в Штатах forever. Или почти. И, конечно, Катя Пругова, которую Пругая. Катя Пругова служила в русской разведке. У нее повсюду связи. Мне понадобится время, чтобы узнать, на кого она работает на самом деле. Там все сложно. В игре есть спецотряд, который выполняет разные специальные задачи по всему земному шару по распоряжению ЦРУ. Меня тошнит от антиамериканского бреда. Главный герой считается Жон Козак, там еще трое, у которого родители из российских эмигрантов переехали жить не просто в США, а в Бруклин. Я им выйду. Ну что, как тебе вроде дома? Родители мои русские, а я из Бруклина. А мы из Чертанова. Вы знаете, Руссо. Надеюсь, твой Бронкс не вылезет. Бруклин. Не вылезет. Но суть не в этом.
Спецотряд призраков проводит расследования, которые в конечном итоге приводят к российской организации «Вороний камень». Та тема с русскими националистами, которые хотят возродить величие России. Когда-либо станут понятны мои намерения. Дамы и господа, сегодня я стою перед вами с тяжелым сердцем и чувством вины. Мы сражались в идеологической войне, в войне, которая разделила Восток и Запад, коммунизм и демократию. Советский Союз укрепил свою власть в Восточной Европе и расширил свое влияние по всему миру. В «Солдатах будущего» Клюква достигает апогея, когда бравые американские солдаты с легкостью разносят российские базы, словно играющие. Этакая фантазия на тему «Если бы у нас была возможность». Блин, я говорю как переобувшийся либерал, но действительно, зачем НАТО бомбили Югославию, тем самым провоцируя сербов на ответные действия? Черт! Пидорасина! Цифры долбаные! Я слышу их! 8, 9, 10. Все на месте. Началось. На жаль, фізично не можу блюванути. Волколаки, эти таинственные и опасные противники, добавляют игре элемент мистики и непредсказуемости. Акцент Bad Russian — это отдельная тема. Он настолько карикатурный, что вызывает непроизвольную улыбку даже у англоязычных людей. Спросил, кого ты хочешь? Кого хочу? Ра, объясна, точка моего командира. Ну-ну, надеюсь, он этого стайла. Нет, никакая баба стоит его. Что ведь здесь торчат? Ты не справилась, когда тебя имеют со всех сторон. И да, добавить еще нужно про спасение русского президента американским солдатам. Полуамериканским. Слишком много. Нам не справиться. Я слыхал, вам доводилось уделить белого медведя. На самом деле это был медвежонок. Все будет нормально. У нас есть друзья наверху. Дмитрий, с этого момента все приказы исходят от меня. Шойгу на минималках надоело деньги получать. Насколько они осведомлены, все приказы поступают прямиком от вас. Ты фашист! Стоярки! И, конечно же, образ Рашки, где царит разруха и беспредел, а США выступают в роли спасителя, добавляет игре шарма. Это классический голливудский штамп, который, тем не менее, работает. Катя Пругова – это вишенка на торте, которая, несмотря на все трудности, остается верна своим идеалам. Она Дагестан Drug Arms Dealer. И, конечно, ее внешность, которая приковывает взгляд. Вороний камень — это классический образ плохих русских, которые мечтают о мировом господстве, но в рамках территориальных амбиций России. Они идеальные злодеи для американского боевика, но хотя в последнее время многие авторы отдают предпочтение серой морали, но за деньги. В итоге Ghost Recon Future Soldier — это не просто игра. Это квинтэссенция Клюквы о России, упакованная в современный тактический шутер. Это аттракцион абсурда, где американские солдаты, словно супергерои, спасают мир от русских националистов, вооруженных до зубов и готовых на все ради своей безумной идеи. Игра берет свои корни из классических боевиков времен Холодной войны, но при этом добавляет щепотку современных технологий и футуристического оружия. Оптический камуфляж, дрон. Все это делает игру еще более увлекательной и захватывающей. А оптический камуфляж по геймплею в этой игре ничего не дает. Просто декор. И спустя долгое время разработчикам удалось сделать этот камуфляж ощутимым. Но, несмотря на всю клюкву и абсурд, Future Soldier остается добротным тактическим шутером с интересным сюжетом, харизматичными персонажами и захватывающим геймплеем. Игра позволяет игрокам почувствовать себя частью элитного спецподразделения, выполняющего опасные миссии в самых горячих точках мира. И, конечно, нельзя забывать о мультиплеере, который в настоящее время не поддерживается, но предлагает игрокам сразиться друг с другом в различных режимах. Это уже для более новых Ghost Recon, но и там трудности с подбором игроков. Я его, по-моему, поднял, да, я поднял его. Но все это произошло до того, как мы сюда прибыли. Народ схватил самопровозглашенного президента Сергея Махмудова.
Его заместитель, генерал Бухаров, найден мертвым в своем кабинете. Судя по всему, его убила своя же охрана.